Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. ЕС ввели запрет на импорт российского СПГ. Европа испытывает дефицит газа из-за войны на Ближнем Востоке и в то же время отказывается, пусть от не сильно больших, но стабильных поставок из России. Наблюдать за деиндустриализацией Европы, конечно, интересно, но хочется спросить, а в чем заключается план? А он вообще есть или они вообще адекватные? Да, они вполне адекватны, если мы берем ряд стратегических документов, которые регламентируют жизнь и развитие европейской энергетики, то в отношении российского газа Европейская комиссия и примкнувшие к ней поступают более чем адекватно. После этого неожиданного заявления давайте попытаемся разобраться, о чем идет речь и о каких объемах, об ограничении на какие объемы распространяется, в общем, на какие объемы распространяется это ограничение. Ну, во-первых, поставки не всего сжиженного природного газа запрещены в ближайшее время, а только того газа, который идет по краткосрочным контрактам. Сначала в сжиженном виде, потом подключается запрет также на газ, идущий по краткосрочным контрактам, который идет по трубе. И по максимальным оценкам, которые сама Еврокомиссия публиковала в прошлом году, мы можем сказать, что этот запрет в годовом выражении коснется примерно 10-12 миллиардов кубов. В прошлом году Еврокомиссия публиковала а, дорожную карту по отказу от российских энергоносителей. В рамках этой дорожной карты говорилось о том, что из России в 2025 году придет 36 миллиардов кубических метров по прогнозам на тот момент. Прогнозы немного ошиблись, 38, чуть-чуть более 38 миллиардов пришло, но не принципиально. Важно, что Еврокомиссия отмечала, что примерно треть этого объема, то есть от 36 миллиардов кубов, примерно треть это газ, идущий по краткосрочным контрактам. Вот. Соответственно, сейчас мы можем говорить о том, что примерно на миллиард кубических метров в месяц распространяется этот запрет. Ну, на самом деле там получится меньше, но, но это момент не принципиальный. Здесь есть некоторая тонкая, есть некоторый тонкая составляющая, точнее даже две тонкие составляющие. Одна прям официальная, прописанная в регламенте соответствующем, а вторая, ну, не столь очевидная. Смотрите, краткосрочные контракты это, конечно, интересно, то есть все, что до 1 года. И более того, если брать конкретный СПГ, то полный запрет вступает в силу с 1 января 2027 года, он распространится и на тот газ, который идет по долгосрочным контрактам. Плюс ко всему есть сейчас ограничения в рамках 20-го пакета санкций, которые будут мешать судоходству, тем судам, которые обеспечивают перевозку российского СПГ. Ну, то есть Европа, понимая, что СПГ примерно как нефть, то есть если не везем к вам, ну, мы можем отвезти куда-то еще. Пытается, как опять же в случае с нефтью, усложнить перенаправление наших поставок на другие рынки, ограничивая доступ к различного рода сервисам, различного рода услугам, которые так или иначе касаются вот этих вот перевозок морских. Понятно, что есть наши суда, есть суда, принадлежащие тому же самому Новатэку, которые будут перевозить этот самый газ. В отношении этих судов ограничения будут касаться на их обслуживание, там, на различного рода услуги, которые оказывают какие-нибудь страховые компании, брокерские, финансовые и прочее, прочее, прочее. То есть повторяется такая нефтяная история. Но тут есть сама тонкость заключается в том, что долгосрочные контракты предполагают некоторое колебание поставляемых объемов. То есть по долгосрочному контракту есть гарантированный объем поставок, а есть объем поставок, который вы можете запросить, ну, как бы сверх этих гарантированных объемов. И вот будут ли ограничивать до конца 2027 года, то есть до момента, точнее, до второй половины 2027 года, когда должен вступить в силу запрет уже на импорт всего российского газа, то есть и краткосрочные контракты, и долгосрочные, и СПГ, и труба на весь газ. Так вот,
Будет ли до этого момента распространяться запрет на вот эти колебания в рамках долгосрочных контрактов, которые продолжают действовать и которые никто пока что не отменяет. Да, разумеется, Европа идет к тому, чтобы и их тоже отменить, их действия тоже заблокировать, но притом блокировать будут, по сути, давая юридическое обоснование покупателю объявить форс-мажор. Ну, то есть мы не можем исполнять дальше свою часть действующего договора, потому что нам наши власти не велят. Прямо сказали, все, нельзя. Поэтому в суд идти не надо, слупить с нас деньги не получится за неисполнение наших обязанностей, потому что это не от нас зависит, это форс-мажор, это виновата Европейская комиссия. Если что, идите, обращайтесь к ней. Притом сейчас Венгрия и Словакия пытаются какие-то действия предпринять в судебном плане, но я сомневаюсь, что у них что-либо получится. Итак, первая тонкость заключается вот в этих меняющихся объемах по долгосрочным контрактам. Поэтому мы можем предположить, что после вступления в силу полного запрета на поставки по краткосрочным контрактам, то есть не только по СПГ, который уже действует с 25 апреля, но и когда вступит в силу запрет, касающийся трубопроводных поставок, то мы можем предположить, что тогда примерно по миллиарду кубов в месяц в среднем импортеры лишатся вот наших объемов. Ну а в годовом выражении это будет где-то около 12 миллиардов кубов. Но есть еще одна тонкость, и эта тонкость прямо прописана в регламенте, который как раз-таки и регулирует запрет, введение постепенного запрета на импорт российского газа. Тонкость называется 13-й, если я правильно помню, пункт, и он говорит следующее. Если отказ от российского газа вдруг, внезапно, неожиданно бьет по энергобезопасности всего Евросоюза или отдельных стран-членов Евросоюза, то, обратите внимание, можно ввести запрет на запрет. Ну, точнее, отменить временно действие запрета на импорт российского газа сроком не более чем на 4 недели. Но, казалось бы, 4 недели. А вдруг не устранится проблема, из-за которой вот такие сложности, какие-то сложности у европейского рынка возникли. На этот случай у строгого, регламентированного, ограниченного по времени вот этого запрета на запрет есть оговорочка. Если причина, по которой энергетические рынки Евросоюза или вот отдельных стран-членов Евросоюза испытывают сложности, то вот этот четырехнедельный срок можно продлить. Иными словами, импортировать российский газ нельзя, но если очень надо, можно. Притом прямо можно по действующему регламенту. Из серии «У вас проблемы?» у вас проблемы, пожалуйста, покупайте российский газ. Это, кстати, в свою очередь делает очень зыбкими перспективы и Венгрии, и Словакии по защите каких-либо интересов в суде. Им всегда могут сказать, погодите, а что не так? Вы говорите, что у вас будут сложности. Но если у вас будут сложности, в действующем регламенте прямо для вас специально прописано. Есть сложности? Хорошо, вот тебе исключение. Но надо будет стремиться к тому, чтобы этих сложностей в будущем не было. Если это не от вас зависит, а от каких-то внешних причин, так и быть, разрешение на импорт вам продлим. Поэтому чего вы придираетесь к Еврокомиссии? Она говорит абсолютно логичные и правильные вещи. От ужасной зависимости от российского газа надо избавляться. Не сможете сразу? У вас ломка началась? Ничего, можете чуть-чуть еще купить вот некоторые объемы этого самого газа. Но в будущем ни-ни. А в чем же адекватность позиции Европейской комиссии? Кроме того, что, они себе разрешили, если что, импортировать российский газ даже после введения запрета, если вдруг надо. Может такое быть, что надо, может быть. Тем более, что сейчас мы наблюдаем, как мирные переговоры на Ближнем Востоке, мягко скажем, не приводят к тем благоприятным последствиям, на которые некоторые рассчитывали.
И сам по себе конфликт не завершается. Ну, кроме переговоров есть иные методы завершения конфликта. Вот эти методы тоже на данный момент нереализуемы и нереализованы. Поэтому конфликт будет продолжаться, будет ограничено судоходство через Ормузский пролив, и предложение сжиженного природного газа также будет крайне ограниченным. Но у нас будет отдельная тема, в которой мы поговорим про это самое судоходство, про поставки и про поставки из тех же самых Соединенных Штатов Америки. Пока лишь заметим следующее. Адекватность позиции Европейской комиссии заключается в том, что они последовательно проводят политику в области энергетики, основа которой была заложена еще в конце нулевых годов. То есть где-то с 2007 года активно разрабатывалось, ну, обсуждалось и раньше, но вот активно разрабатывалось законодательство, которое предопределило направление реформ и в электроэнергетике, и в газовой сфере, да по большому счету и в угле, и во всем. В 2009 году соответствующие законопроекты стали, по сути, законами европейского масштаба. Потом на их основе, по сути, и в продолжении той же логики, которая закладывалась в этих инициативах, были приняты новые законы. Ну, например, был принят такой нормативно-правовой акт, который называют коротко «зеленая сделка», Green Deal, «зеленое соглашение», если угодно. И вот это «зеленое соглашение», по сути, дает нам ответ, в чем же эта самая адекватность заключается. Европейская комиссия вообще собирается избавляться не от российского газа, а от ископаемого топлива вообще. То есть с точки зрения Европейской комиссии, исходя из тех законодательных актов, которые лежат в основе энергетической стратегии, всей энергетической политики, вот всей магистральной линии, которую они для себя определили, развитие европейской энергетики, от любого ископаемого топлива надо отказаться. От российского, американского, катарского, от любого. Да, тут можно, конечно, сказать, но это все, знаете, вилами по воде. А сейчас они отказываются именно от российского газа. Ну, строго говоря, они до того, как стали отказываться от российского газа, стали вводить запреты, ну, стали реализовывать программу отказа стали вводить программу отказа от угольной генерации. То есть закрывались угольные электростанции, потребление угля планово сокращалось. Не то чтобы это привело к каким-то благоприятным последствиям для европейской энергетики, но это направление, которое, ну, по которому Европа двигалась со второй половины, как минимум, со второй половины десятых годов. То есть до того, как 22 год наступил, до того, как разрыв энергетических связей с Россией стал происходить. Все, о чем я сейчас говорил, не означает, что Европе безболезненно удастся избавиться от российского газа. Более того, это не означает, что к закупкам российского газа после смены политического вектора в Европе не вернутся, потому что там есть до сих пор интересанты, которые хотят продолжения сотрудничества с Россией, которые хотят надежного энергоснабжения и которые с сомнением относятся к адекватности той магистральной линии, по которой Европейская комиссия и люди, которые за ней стоят, европейскую энергетику тянут. Но на данный момент мнение вот этих вот сторонников маргинализировано, а это сторонники, знаете, это вроде главы итальянской компании Eni, ряда немецких, австрийских компаний. Но они пока не могут выступить и сказать: ребят, вы нас тянете куда-то не туда. Могут выкрикнуть на какой-нибудь пресс-конференции, но за этим выкриком никаких долгосрочных последствий не будет. Однако сам по себе интерес сохраняется, и надежность энергоснабжения, которую Европейская комиссия обещает, не гарантирована, хотя они будут к ней стремиться, избавившись от любого ископаемого топлива. Ну вот, начнут с российского газа. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.